В уютном ресторане, расположенном в центре города, царила привычная вечерняя суета. Официанты спешили между столиками, разнося ароматные блюда. Гости наслаждались теплой атмосферой, негромкой музыкой и неспешными беседами. За одним из столиков у окна остановилась пожилая женщина на инвалидной коляске. С трудом преодолев порог заведения, она выбрала место, откуда открывался приятный вид на улицу, и улыбнулась, предвкушая спокойный ужин. К ней подошел молодой официант, работавший в ресторане всего неделю. Его лицо выражало явное раздражение. Он оглядел ее с головы до ног, затем нахмурился, будто не веря, что такая посетительница оказалась здесь. Женщина посмотрела на него с ожиданием, но вместо приветствия он коротко бросил несколько слов. Судя по выражению его лица, он даже не пытался быть вежливым. Гости за соседними столиками замерли, уловив в его тоне резкость. Несколько человек недоуменно переглянулись, а одна из женщин нахмурилась, словно собираясь вмешаться. Пожилая дама сначала подумала, что ослышалась, но, встретившись с холодным взглядом официанта, поняла, он действительно не хочет ее обслуживать. Более того, он буквально указывал ей на дверь. Несколько мгновений она сидела в растерянности, пытаясь осознать, что только что произошло. Этот ресторан был известен своим гостеприимством, и она не ожидала, что здесь ее встретят с таким презрением. Тем временем официант продолжал стоять рядом, скрестив руки на груди, давая понять, что не намерен менять свое решение. Но прежде чем кто-либо успел вмешаться, со стороны дальнего столика донесся скрип передвигаемого стула. Один из посетителей, элегантный мужчина средних лет, поднялся и неторопливо направился к официанту. Потому как на него начали оборачиваться другие сотрудники ресторана, стало ясно – это не просто клиент. Когда мужчина остановился рядом, официант вдруг побледнел, осознав, кого только что пытался выставить из заведения. Владелец ресторана внимательно посмотрел на него, не говоря ни слова. Его взгляд был спокоен, но в нем читалась стальная решимость. Прошло всего несколько секунд, но официанту этого хватило, чтобы понять, все кончено. Не произнеся ни слова, владелец указал ему на дверь. Официант, все еще ошеломленный, молча расстегнул фартук, неуклюже скомкал его в руках и вышел из зала, опустив голову. В ресторане повисла напряженная тишина. Затем владелец повернулся к пожилой женщине, слегка склонил голову и улыбнулся, давая понять, что она здесь желанный гость. Жестом он подозвал другого официанта, который тут же поспешил принять заказ. На лице женщины мелькнуло удивление, затем облегчение. Она благодарно посмотрела на владельца, не находя слов. Гости, ставшие свидетелями этой сцены, вдруг зааплодировали. Несколько человек переглянулись, одобрительно кивая, а кто-то даже поднял бокал, словно желая отметить этот момент. В ресторане вновь зазвучали голоса и смех, вернулась привычная уютная атмосфера. Но теперь в этом месте стало чуть больше тепла, человечности и справедливости. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.